Здравствуйте, друзья! Сегодня я продолжу рассказывать о русских суевериях. Сверхъестественное и таинственное всегда привлекало человечество независимо от возраста, развития цивилизации и техники. Желание человека защитить себя и создать вокруг благоприятную среду для хорошей жизни со временем привело к такому понятию, как суеверие, которое распространилось по всему миру. Причем в разных странах приметы и суеверия отличаются. Ни для кого уже не секрет, что русский народ является очень суеверным. Черная кошка. Как известно, русские суеверия, или по-другому их еще называют приметы, могут приносить удачу или неудачу. Если черная кошка перебежала вам дорогу, знайте, это не к добру. Оказывается, такое предвзятое отношение именно к черным кошкам идет из Древней Руси. В то время хозяева боялись выгнать это животное из дома, так как очень им дорожили, считая его членом семьи. Бегающая по селу кошка означала несчастье. Со временем количество бродячих животных увеличилось, и данный предрассудок стал относиться только к черным кошкам, ведь черный цвет всегда ассоциировался с нечистой силой. Черная кошка! У меня есть пуговица. Сглаз. Русские люди верят в сглаз, так называемый дурной взгляд. Особенно это относится к детям и новорожденным. Верят русские и в силу слова. Поэтому, если сказали что-то, что не хотели бы, чтобы произошло, говорят «сплюнь». Для надежности лучше плевать 3 раза через левое плечо, за которым якобы стоит демон. Плевать через правое нельзя, там находится ангел. Также, чтобы избежать плохого предсказания, стоит всего лишь постучать по дереву, и беда обойдет стороной. Многие из нас выполняют этот простой ритуал по несколько раз в день, просто автоматически. Таким образом мы пытаемся предотвратить какую-то беду или избежать сглаза. Похожим образом действовали люди в древности. Наши предки считали, что в деревьях живут духи, которые в любой момент можно позвать на помощь стуком. Существует еще и религиозное объяснение. В древние времена христиане считали, что, прикасаясь к деревянной поверхности, они взывают к Иисусу, который, согласно Библии, был распят на деревянном кресте. Слушай, нам постоянно задерживают зарплату. Мне кажется, наша компания скоро обанкротится. Ты что? Сплюнь! Так еще надежней. Соль. Да, во что только русский человек не поверит, лишь бы предостеречь себя, уберечь от несчастий, чтобы создать хорошую судьбу, наивно думая, что все предопределено. Взять даже примету с солью, которую будто если рассыплешь, обязательно поссоришься с кем-то из своих родных людей. Но и здесь есть свое обоснование. Дело в том, что в Древней Руси соль стоила очень дорого. Ее утрата могла привести к ссоре и даже к драке. Отсюда и такое поверье. Это ты соль рассыпала? Я тебя сейчас прибью! Зеркало. Но все же есть суеверия, которые были научно обоснованы. К примеру, разбитое зеркало – дурное предзнаменование. Считается, что это может привести к ссоре с близким человеком или даже к смерти в семье. Ученые утверждают, что зеркало забирает у человека негативную энергию. Разбили зеркало, негативная энергия попала на человека. О боже! Я разбила зеркало! Кошмар!
Пятница 13. Основой этой популярнейшей приметы послужило реальное историческое событие. 13 апреля 1307 года в пятницу поймали и арестовали большое количество представителей ордена тамплиеров, богатейшей в средневековой Европе организации. После недолгого пребывания за решеткой все узники были сожжены на костре инквизиции. В Древнем Риме пятница также была днем казней. Иисуса тоже распяли в пятницу. Алло, я сегодня не смогу прийти на работу. Как почему? Сегодня же пятница, 13-е. Нельзя передавать вещи через порог. Все русские люди знают, что нельзя здороваться или передавать вещи через порог. На чем основано такое странное поверье? Оказывается, в давние времена под порогом хоронили прах умерших предков, поэтому, совершая какие-то действия на пороге, жильцы могли потревожить покой усопших, что, конечно же, не сулило ничего хорошего. Ой, это мне? Ну ты проходи, через порог передавать нельзя. Дарить часы – плохая примета. Данное суеверие пришло в Европу из Китая, где преподнесенные в подарок часы выступают чем-то вроде приглашения на похороны. У нас поверье претерпело некоторые изменения, так как считается, что подаренные часы отсчитывают срок дружбы дарителя с одариваемым. Нейтрализовать действие этой приметы несложно. Достаточно взамен подаренных часов отдать любую мелкую монету. Тогда будет считаться, что часы не подарены, а куплены, и никакого негативного воздействия подарок не окажет. Спасибо, конечно, но ты знаешь, это плохая примета. Так что вот, возьми. Нельзя отмечать 40-летний юбилей. Обычай не отмечать 40-летний юбилей, особенно для мужчин, связан не только с 40-м днем после смерти, но и с принятой в Киевской Руси практикой проводить тесты на нетленность мощей. Именно 40 дней давалось на то, чтобы удостовериться, что мощи останутся нетленными. По этим двум причинам считается, что празднование 40-го дня рождения является проявлением неуважения к смерти. Многие верят, что игнорирование приметы может навлечь на юбиляра различные неудачи, болезни и даже преждевременную смерть. Спасибо вам, конечно, за подарки, но 40-летний юбилей я не отмечаю. Это плохая примета. Присесть на дорожку. Данное суеверие родилось в те времена, когда люди верили, что мир населен разными духами. Так духи дома не сильно довольны, когда кто-то из домочадцев отправляется в дорогу. Они могут цепляться к отъезжающему, мешать ему в пути и пытаться вернуть назад. Понятно, что тогда путешествие не заладится. Поэтому было придумано противодействие, когда все присутствующие присаживаются на дорожку. Домашние духи, увидев, что люди спокойно сидят и никуда не едут, теряют бдительность и отвлекаются. А в это время путешественник может отправиться в путь без лишнего багажа в виде несогласных духов. Нужно сказать, что эта примета имеет и чисто практическое значение, ведь каждому полезно перед дальней дорогой сесть и собраться с мыслями, чтобы не забыть в спешке что-то важное. Кстати, домашние духи могут обидеться за такой обман, поэтому считается крайне нежелательным возвращаться с половины пути домой. Если вы вернулись, нужно обязательно показать себе в зеркало язык или вообще переодеться. Подождите, куда же вы побежали? А присесть на дорожку? Нельзя есть с ножа.
Считается, что если будешь есть с ножа, то станешь жестоким и злым. Откуда пришло это поверье? Дело в том, что нож – это одно из первых орудий человека, при помощи которого он мог добывать себе еду и защищать свою жизнь. Поэтому этот предмет был не просто орудием, но и вещью, имеющей сакральный смысл. Столь важный предмет наделяли особыми магическими свойствами и использовали не только для практических целей, но и в разнообразных ритуалах. Использовать нож для такого простого действия, как еда, считалось кощунством, так как духи могли прогневаться за столь явное неуважение. Кроме того, требование не есть с ножа имеет и рациональное объяснение, ведь, действуя подобным образом, можно порезать губы. Черт! Кто здесь опять намусорил? Не ходи в одном башмаке, осиротеешь. Примета гласит, что тот, кто позволит себе ходить обутым только в один башмак, тапочек, сапог, туфлю, рано осиротеет. Кстати, я слышала, что также можно остаться одиноким и не найти себе пару. Ты что? В одном туфле ходить нельзя! Нельзя выносить мусор в потемках. Данная примета имеет множество толкований. Например, считается, что про тех, кто выносит мусор поздно вечером, будут ходить сплетни. Это поверье имеет разумное объяснение, ведь вряд ли тот, кому нечего скрывать, станет выносить мусор под покровом ночи. Так что, регулярно задерживаясь допоздна с выносом отходов, человек дает повод для обсуждения любопытным соседям. Что это у тебя за запах? Фу! Обо мне и так уже все говорят. Я вечером мусор теперь не выношу. Еще одно толкование заключается в том, что, вынося мусор ночью, человек выносит вместе с ним свою удачу и благополучие. Это поверье родилось, вероятно, из-за веры в домашних духов. Добрые ночные духи дома должны войти в жилище вместе с заходом солнца. Но придут они только туда, где их ждали и подготовились, то есть убрали дом и вынесли мусор. Если же хозяева зазевались и не подготовили дом вовремя, то после захода солнца наводить порядок бесполезно, так как добрые духи отправились к более аккуратным хозяевам. Беременным женщинам нельзя шить. Примета основана на следующей метафоре. Беременным женщинам не стоит шить, потому что тогда ребенку будет зашит путь в этот мир. По этой же причине распространено убеждение в том, что будущей матери не следует вязать, вышивать или заниматься любым другим рукоделием. Данная примета также имеет под собой практическое обоснование, ведь врачи рекомендуют обратить внимание на то, что длительная статическая нагрузка и пребывание в одной позе действительно могут нанести вред ребенку. Поэтому беременным женщинам рекомендуется не увлекаться рукоделием, а время от времени ходить на прогулку или просто отдыхать в постели. Что ты делаешь? Ты разве не знаешь, что беременным шить нельзя? Русские суеверия, приносящие удачу. Не все суеверия связаны с ожиданием чего-то страшного, злого, приносящего беды и несчастья. Одно из наиболее распространенных суеверий, приносящих удачу, это лошадиная подкова. Ее обычно прибивают к двери. Это поверье объясняется защитой от дьявола, которого запутали, и он ходит туда-сюда от одного конца подковы к другому. Эта примета тянется из Средневековья, когда начали подвешивать над дверью подковы, чтобы отвести беду. Подковать лошадь считалось дорогим удовольствием,
Поэтому люди верили, что найти подкову к большой удаче. Рис. Существует такая примета, как осыпание жениха и невесты рисом. Рис – символ благополучия и плодородия. Муравьи в доме, родинка на невидном месте – все это к добру и счастью. Ведро. В деревнях, конечно, примет и суеверий намного больше, чем в больших городах. Все это объясняется скукой и возможностью обсуждения поведения других людей. Русские суеверия передаются здесь из поколения в поколение. К примеру, нужно уступать дорогу человеку с полным ведром, иначе можно спугнуть свою удачу. Соответственно, увидев несущего пустое ведро, необходимо быстрее перейти дорогу, чтобы предостеречь себя от неудачи. Скрестить пальцы на удачу. Эта традиция также уходит корнями в христианство. Согласно сложившемуся убеждению, все христианские символы, в особенности крест, могут принести человеку счастье. Постепенно традиция видоизменилась, и теперь суеверному человеку достаточно просто сказать, что он скрещивает пальцы. Друзья, надеюсь, эта информация была для вас полезной, а это видео вам понравилось. Пока!